Всем привет! На прошлом распределении, когда я играла в свою финансовую игру Quest, мне выпало такое задание. Придумать источник дополнительного дохода. В сегодняшнем видео я хочу поговорить об нескольких идеях для источников дополнительного дохода. Первый источник дополнительного дохода – это продажа ненужных вещей. Дома мы все равно периодически проводим у себя расхламление для того, чтобы упорядочить пространство вокруг нас и избавиться от тех вещей, которыми мы уже не пользуемся. И вот расхламление дает еще возможность приобретения дополнительного источника дохода. Вещи можно продавать на Авито, на Юле, ВКонтакте очень много групп и различных пабликов. А также есть различные комиссионные магазины, куда их можно отнести, выставить там на продажу и получить какую-то копеечку себе в свой бюджет. Это достаточно распространенный и простой метод. А еще бы я хотела отметить то, что так как продажа ненужных вещей является одной из составляющих расхламления пространства, в котором мы живем, то есть нашего дома, оно способствует наведению порядка, и тем самым мы приобретаем гармонию в том пространстве, которое нас окружает, и оптимизируем предметы, мебели и всего остального, что у нас есть, тем самым сокращая время на уборку. А если мы тратим меньше времени на уборку, у нас получается больше времени для более приятных дел. Второе – это экономия во всех ее проявлениях. Сюда я отношу такие понятия, как разумное потребление, кэшбэки и промокоды. Разумное потребление: перед покупкой какой-либо вещи нужно сначала подумать, точно она нужна или нет. Например, решили купить себе новый телефон, посмотрели предложения, которые есть на рынке, изучили модели и подумали, точно он нам нужен или нет. И дали себе неделю или 10 дней, то есть время для того, чтобы подумать и точно понять, нужен нам этот предмет или нет. И очень часто за это время обдумывания целесообразности той или иной покупки бывает так, что находим более выгодное предложение. То есть вот это время на обдумывание, оно играет очень важную роль. Возможность поступить к нам каких-то более выгодных предложениях увидеть, заметить, а также понять, точно ли нам нужен этот предмет. Но кэшбэки, промокоды, мне кажется, тут все понятно. Во многих наших супермаркетах, магазинах, даже на площадках торговых в интернете постоянно различные акции, скидки. И их нужно тоже учитывать, конечно же, в разумных пределах. То есть не тратить слишком много времени на изучение всех этих кэшбэков и промокодов, потому что наш самый ценный ресурс – это все-таки время. Следующий источник дополнительного дохода – это дивидендный купонный доход. По данному пункту у меня уже ведется работа. Это мой конвертик инвестирования. У меня идут долгосрочные накопления. Так, сейчас я его найду. Вот он. И вот этот конверт в перспективе мне будет приносить купонный и дивидендный доход. Это его задача, то есть сохранение денежных средств и получение дополнительного дохода. Дальше я хотела бы осветить следующую идею для дополнительного дохода. Это идет процент по вкладам. Когда в моих конвертах с долгосрочными фондами, вот они, долгосрочные накопления, когда здесь накопятся более весомые суммы, я, конечно же, внесу их на какой-то вклад. И вот эти конверты будут собирать свой процент. Что это значит? То есть деньги переведу на вклад в банке, и уже согласно условиям вклада сюда будет капать какой-то процент. То есть вот эти конверты, помимо сохранения тех денежных средств, которые в них будут направлены, они будут приносить еще дополнительный доход. Именно доход за счет процентов по вкладам. Пятый источник дополнительного дохода – это налоговые вычеты. Налоговый вычет в моей ситуации я могу получить, например, за покупку квартиры и за стоматологию. За покупку квартиры мы уже с мужем оформили документы и подали все в налоговую. То есть налоговый вычет должен нам будет поступить. И также еще хочу оформить налоговый вычет – это за медицинские услуги, а именно за стоматологию. Вот как раз это и будет выполнение этого задания. Дополнительный источник дохода, вот оно мое задание, и оно будет исполнено благодаря оформлению документов на получение налогового вычета за медицинские услуги, за посещение стоматологии. И остались 6-7 пункт, это доход за рекламу и донаты. Этот источник дохода будет обеспечен за счет моей деятельности на YouTube. Итак, подведем итоги. Сегодня я рассказала об 7 источниках дополнительного дохода. Первое – это продажа ненужных вещей, экономия во всех ее проявлениях, дивидендный купонный доход, проценты по вкладам, налоговые вычеты, доход за рекламу и донаты. Наверняка, если еще немножко посидеть, поразмышлять, можно придумать еще несколько источников дополнительного дохода. Но вот эти основные 7 пришли мне в голову, когда я размышляла на эту тему. Желаю вам всего доброго, увеличению количества источников вашего дохода, роста вашего семейного бюджета и до встречи в следующих роликах. Пока-пока!